XVI век – время высокого возрождения в Европе. Это время великих людей. Практически вся Европа была охвачена протестантским движением, и власти вынуждены были начать борьбу с противниками католической церкви, еретиками. Происходит реорганизация инквизиции. Именно в это время составляется индекс запрещенных книг, который действовал вплоть до 1948 года. Почти все известные западные философы в свое время были включены в этот список, в том числе и верующие, как, например, Декарт, Кант, Беркли. Некоторые атеисты, например, Шопенгауэр и Ницше, не были включены в список на основании общего правила, что любые работы, критикующие или осуждающие любой элемент католической веры, запрещены по факту. В XVI веке продолжалась практика аутодафе – публичного сожжения еретиков. Зачастую религиозные вопросы были лишь прикрытием для решения иных проблем. Уже со второй половины XV века началось быстрое вытеснение книгой, напечатанной на бумаге, пергаментных рукописей. Такая книга была неизмеримо дешевле рукописи на пергаменте, и это впервые в истории человечества создало возможность широкого распространения накопленных человеком знаний. Без печатной книги было бы невозможно все последующее развитие культуры. Кристоф Плантен. Так звали крупнейшего и знаменитейшего типографа XVI века. Почти всю жизнь Плантен провел в Антверпене, морском порте на реке Шельде в нынешней Бельгии. Но по рождению он был французом и появился на свет около 1520 года неподалеку от французского города Тур в небогатой семье. Печатному и переплетному делу учился в Канне, откуда приехал в Париж, чтобы открыть самостоятельное дело. Говорят, что Плантен тайно сочувствовал гугенотам, французским кальвинистам, и оставил Францию, убоявшись религиозных гонений. Приют нашел в Антверпене. Антверпен был выбран потому, что там в то время было больше свободы, да и сам город являлся крупнейшим во Фландрии и, возможно, во всей Европе центром торговли, промышленности и книгоиздательства. Но в Антверпене проживало много отличных печатников и издателей, так что перспективы Плантена трудно назвать радужными. Тем не менее, около 1550 года он снял небольшую лавку, в которой сам торговал книгами, а его жена – тканями. Занимался он и переплетным делом, однако вскоре оставил это ремесло. Причины, по которым уважаемый и известный переплетчик сделался издателем, известны из позднего свидетельства Маретуса-младшего от 1604 года. Де Сайес заказал Плантену футляр для некой драгоценности, предназначенной для испанской королевы. Выполнив заказ, Плантен отправился к нему глубокой ночью и, столкнувшись с пьяной компанией, получил сильный удар кинжалом. У Плантена была повреждена рука, и он больше не мог работать с кожей, а потому решил заняться печатным делом, с которым был основательно знаком еще во Франции. Дела шли хорошо. В 1555 году Плантен купил дом на Рыночной площади в центре города и организовал типографию. Однако в Антверпене Плантен столкнулся с религиозной нетерпимостью. После появления на рынке какого-то протестантского молитвенника власти распорядились разыскать и строжайшим образом наказать издателя. Оказалось, что эта книга была, впрочем, без ведома хозяина, отпечатана в типографии Плантена, его подмастерьем-протестантом. Своевременно предупрежденный о грозящих ему репрессиях, Плантен счел за благо скрыться в Париже и провести там более 1,5 лет. Вернувшись в Антверпен, Плантен обнаружил, что мастерская разрушена, а имущество распродано с молотка.
Возможно, типография сгорела. Все пришлось начинать сначала. Плантен с жаром принялся за работу и в несколько лет обошел всех конкурентов. Успех его изданием обеспечивало в первую очередь образцовое оформление. Он заказывал шрифты Гильому Лебе, парижскому словолитчику, ученику известного Клода Гарамона. А затем Лебе по поручению Плантена скупил формы лучших шрифтов Гарамона и переслал их в Антверпен. Превосходные шрифты и отличная типографика определяют лицо плантеновских изданий, делают их шедеврами полиграфического искусства. Дом Плантена рос год от года. Появились отделения фирмы в Париже и Лейдене. Лейденский университет поручил Плантену печатать все свои издания. За 34 года Плантен выпустил около 1000 книг, по другим данным 1600. Произведения классиков античной литературы, труды по анатомии, географии, математике, мореплаванию. Лишь немногие издания иллюстрированы, но все они – образцы типографского искусства. В первое десятилетие своей работы он опубликовал немало книг, богато украшенных гравюрами на дереве. Характерен для его изданий роскошный фронтиспис – красиво выгравированное изображение или портрет перед титульным листом в стиле Возрождения. Величайшей заслугой его издательства является также использование гравюр на меди и распространение этого метода в Голландии и других странах Европы. Исключительно большое внимание Плантен уделял корректуре своих изданий. Книгопечатники, по словам Эразма Роттердамского, предпочитали видеть в своих изданиях 6000 ошибок, копошащихся словно муравьи, чем оплатить работу одного дельного корректора. Плантен же был солидарен с Анри Этьеном, который утверждал, что корректура для типографии – это то же, что душа для тела. Корректорами у Плантена были ученые люди, владевшие многими языками. Престиж Плантена был необычайно высок. В 1570 году король Испании Филипп II почтил его титулом главного королевского типографа и правом надзора за всеми типографиями Фландрии и Нидерландов. Благодаря Филиппу II, обладавшему к тому же влиянием в римской курии, Плантен получил от папы монополию на печатание литургических книг во владениях испанского монарха. Типография Плантена была крупнейшим полиграфическим предприятием Европы. Здесь работали 16, по другим сведениям 20-25 печатных станков и 150 сотрудников. Однако на самом подъеме предприятию Плантена суждено было пережить новую катастрофу. В ходе восстания Нидерландов против испанского абсолютизма Антверпен испытал долгую осаду и немалое разрушение. Типография во время осады не прекращала работу, однако под конец действующим остался только один печатный станок, и опять Плантену пришлось все восстанавливать. Предметом гордости и вершиной своей деятельности сам Плантен считал многоязычную Библию, в которой текст Библии излагается параллельно на латинском, греческом, иврите, старосирийском и халдейском языках. Книга была тщательно отредактирована и богато иллюстрирована великолепными гравюрами на меди, принадлежавшими резцу крупнейших мастеров того времени. Плантен едва ли не впервые ввел в издательскую практику печатание тиража на различных сортах бумаги. Узнать плантеновские издания довольно легко. По типографской марке «Золотой циркуль», получившей широкую известность и сохранявшейся потомками до последних дней существования дома Плантена. Форма марки менялась, но ее содержание и значение оставались неизменны. В центральной части рука, опускающаяся из облаков и держащая циркуль, и надпись «Labore et constantia» – «Труд и постоянство». Прямая и неподвижная ножка циркуля олицетворяет постоянство, подвижная работу. Умер Плантен в 1589 году.
Типографии наследовали его зятья. Главную из них в Антверпене получил Йохан Ян Маретус. Это был способный мастер, выпускавший превосходные книги. Ему, в свою очередь, наследовали сыновья Бальтазар и Йохан. В XVII веке с фирмой Плантен Маретус тесно сотрудничал великий фламандский живописец и график Питер Паули Рубенс. Он гравировал для них многофигурные титульные композиции, превосходные фронтисписы и иллюстрации. Фактически, типография просуществовала до 1865 года. Сохранилось все ее оборудование и архив. В 1876, по другим данным, 1875 году городские власти Антверпена купили предприятие вместе с инвентарем, чтобы открыть там один из интереснейших в Европе музеев книги и печати – музей Плантена Маретуса. В отделе редкой книги хранятся два издания Плантена, датированные XVII веком. Изданы они в Антверпене. Сохранились в достаточно неплохом состоянии. Обе книги с кожаной переплетной крышкой, гравированными титульными листами. Увидеть издание Плантена можно в рабочие дни в отделе редкой книги. Работать с ними можно только по запросу организации.